internet people, welcome to another medical English lesson with Dr. Bill, and today we are going to talk about hypertension, and by the end of the lesson we should be able to get our heads around the 5 main groups of antihypertensive drugs. So that is going to be the main objective of the lesson. We should be able to name the 5 main groups. And mind you, I'm not teaching medicine, I'm teaching medical English. Так что сегодня мы будем говорить о гипертонических болезнях. Целый урок — это называть 5 основных групп антигипертонических препаратов. Так что поехали. Я предупреждаю, я не преподаю медицину, но я преподаю медицинский английский. Okay. Как будет гипертонический болезнь на английском языке? Как вы думаете? Hypertensive disease? Нет. Мы не говорим hypertensive disease на английском языке. Мы просто говорим hypertension. Гипертонический болезнь на английском языке — это будет hypertension. Когда пациент придет к вам на прием, он не скажет, что врач, у меня есть hypertension, но скорее всего он будет говорить I have a high blood pressure. Это переводится, что у меня повышенное давление. Бывает, что у врачей мы употребляем какое-то слово, и пациент будет немножко по-другому говорить. Так что hypertension или high blood pressure — это одинаковые, не испугайтесь. И обратите внимание на сокращенную форму hypertension, как мы пишем. Когда вы читаете медицинские статьи на английском, они любят использовать shorthand или сокращенную форму. Поэтому hypertension это будет написано HTN. Hypertension. И high blood pressure это будет BP. Blood pressure, high blood pressure, BP. Hypertension, HTN, blood pressure, BP. Если вы это видите в медицинской статье, не испугайтесь, не паниковаться. Это HTN, hypertension, BP, blood pressure. Поехали дальше. Now we are going to talk about anti-hypertensive medication. Противогипертонический болезнь препарат. Это будет anti-hypertensive medication. Получается, если вы уже поставили диагноз гипертонический болезнь и есть показания фармакологического лечения, мы будем назначать. Как будет назначать на английском языке? Рецепт? Нет. Prescribe. Мы уже говорили, не надо говорить recept или recipe. Мы так не говорим на английском, мы говорим prescription. Recipe — это когда мы готовим еду. Так что мы поставили диагноз, есть показания к фармакологическому лечению, это пациент, мы будем назначать, мы будем prescribe anti-hypertensive medication. Теперь мы будем посмотреть 5 групп anti-hypertensive drugs. Первая группа — ACE inhibitors. Обратите внимание на произношение. ACE inhibitors. Angiotensin converting enzymes. По-русски это будет ингибитор ЭПФ. Вторая группа ARB. ARB. На книжке будет писать ARB, или медицинские статьи будет писать ARB. Они вообще не любят расшифроваться. Это очень нормально, когда мы решаем медицинский кейс. На английском языке они обычно любят писать аббревиации. Так что надо просто выучить аббревиации, это достаточно. Можно стараться расшифровать, но это не очень важно. Поэтому ARB, Angiotensin Receptor Blockers, по-русски это будет сартан. Есть такая группа названий. Получается ARB, Angiotensin Receptor Blockers, по-русски это сартан. Вот, кандисартан, есть такое лекарство, окончание, все окончания сартан. На английском мы говорим ARB. Книжка будет просто писать ARBs, Angiotensin Receptor Blockers, ARBs. Так что не пугайтесь, если вы видите ARBs, Angiotensin Receptor Blockers. Now let's go to the next group. So the next group of medication, very easy, очень легко, beta blockers. Обратите внимание на произношение, не говорим beta blockers, beta blockers или beta blockers. Это очень легко. Beta блокад, это даже похожий русский язык, очень. Вторая группа calcium channel blockers.
когда вы читаете медицинский кейс или медицинский статья, опять же, на английском языке, там обычно будет писать CCB. Calcium Channel Blockers. CCB. Следующий урок мы будем решать какой-то кейс, да, лечение. Так что я буду задавать кейсовую группу, и вы должны угадать, какое лекарство надо назначить это пациенту. Так что посмотрите канал и обратите внимание на все кейсы. Медицинский английский — это просто решите кейс и читайте, и все, вы поймете. Моя задача объяснить важный момент, какие словарный запас вам нужен. Поэтому CCB, Calcium Channel Blocker, по-русски это будет канал кальций-блокад. Последняя группа Diuretics. Обратите внимание на произношение. Diuretics. Мочегонный препарат. Okay? So, this brings us to the end of today's lesson. We spoke about the 5 main group of antihypertensive drugs. Next lesson, we're probably going to solve some medical cases, and we are going to talk more about hypertension. Don't forget to subscribe to English with Dr. Bill. We will be concentrating more on medical English. See you later. Goodbye.